4 яйца, щепотка соли, начинаю взбивать. И в процессе взбивания буду добавлять 120 грамм сахара. Яйца взбиты достаточно, когда на поверхности какое-то время остается рисунок. Мука 120 грамм. Если вы сомневаетесь, хорошо ли взбили яйца с сахаром, добавьте чайную ложку разрыхлителя. Я разрыхлитель не добавляю. Аккуратно вмешиваю муку в тесто, чтобы не осадить яйца. Молоко теплое 40 грамм и масло растительное тоже 40 грамм. Перемешиваю между собой. И прежде чем добавлять к тесту, добавляю немножко теста в молоко. И в тесто. И нежно перемешиваю. Беру разъемную форму, дно застелила бумагой для выпечки, ничем не смазываю ни дно, ни бока формы. И все тесто отправляю в форму. Тесто нежное, жидкое, хорошо растекается. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку выпекать минут на 25-30, но тут все зависит от вашей духовки. Проверяем деревянной шпажкой. Бисквит готов. Выпекался он у меня ровно 30 минут. Потом я вытащила его из духовки, прошлась по краям тонким ножом. И теперь он у меня уже полностью остыл. Я его освобождаю от формы. Смотрите, какой высокий бисквит получился. Разрыхлитель я не добавляла. Переворачиваю его на решетку. И остается сделать крем для торта. У меня будет очень простой крем на основе сока. 50 грамм сахара, ванилин и крахмал кукурузный 3 столовые ложки. И сок. У меня сок яблоко, абрикос с мякотью. Он уже сладкий. (700 мл сока) и ставлю на плиту. При постоянном помешивании довожу сок до кипения. Он закипел и сразу загустел. Выключаю нагрев и снимаю сок с плиты. Накрыла пищевой пленочкой в контакт и даю возможность остыть до комнатной температуры. Крем остыл. Я снимаю пленку. И прежде чем его взбивать, я возьму часть крема, где-то 200 грамм. Оставляю для украшения торта сверху. Сливочное масло комнатной температуры 180 грамм начинаю взбивать. И постепенно добавлю
в заварную часть. Торт постоял ночь в холодильнике.